Привет, меня зовут Сергей. Я имею много увлечений, и одно из них – это коллекционирование ножей. Также я люблю их кастомизировать и делать. И сегодня я хотел бы вам показать, как я делаю ручки вот на этом ноже. Для начала нам нужно разобрать нож. Для этого мы спиливаем головки клепок. Можно использовать напильник. Ну а можно и гриндер, если он у вас есть. После выбиваем клепки. В результате получаем вот такой набор. Эти ручки нам уже больше не нужны. Немного почистим шкуркой части ножа. Там, где лайнер помялся, допустимо немного выпрямить его молотком. Это, кстати, самая простая модель ножа. Тут кроме ручек два лайнера, пружина или бэкспринг и лезвие. Обратите внимание, что лайнеры разные, они имеют выштамповку. Это заходы для лезвия, когда вы его складываете. Учтите это при сборке. Ну, раз я разобрал нож и имею доступ к бэкспрингу, то почему бы не сделать фейлворк? Делают его, как правило, вручную надфилями, дремелем или на станке. Я буду использовать круглый напильник и треугольный надфиль. Вообще, все, что я покажу в этом видео, может быть сделано в домашних условиях ручным инструментом. Кстати, вот круглые напильники для заточки цепных пил. Продаются во многих магазинах, садятся долго и отлично подходят для файлворка. Сталь на бэкспринге каленая и берется непросто. Сначала мы делаем разметку маркером или чертилкой. В данном случае я беру все из головы, и узор будет несложный. Вы можете запилить свой. Просто ставлю риски каждый сантиметр. А так, чем мельче, тем сложнее узор, тем дольше работа. Я начинаю делать проточки круглым напильником. Сделаю их по всей длине, через каждый сантиметр. Напильник держу под углом 45 градусов. Часто перезажимаю в тисках. Потом, соответственно, с другой стороны иду и делаю проточки посередине противоположных. И так до конца. Теперь беру треугольный надфиль и делаю пропилы. Заметьте, что я делаю пропил, а следующее место оставляю чистым. Там пропилы будут с противоположной стороны. Вот, фейлворк готов. Пока бэкспринг находится не на месте, фейлворк не смотрится. Но вот после сборки и обработки ножа уже становится понятней. Сегодня я буду ставить вместо пластиковых ручек кость верблюда. Нам понадобятся прутки для пинов. Я никогда не покупаю латунь для пинов в магазинах для найфмейкеров. Беру в других местах. По сути, это просто проволока. Сделаю накладки немного тоньше. Для этого я использую гриндер. Если его нет, то можно это делать на столе на шкурке. Я так делал много раз. В этом есть свой плюс. В том, что летит меньше опилок. А обычно, когда вы делаете это на гриндере, кость летит и пахнет какими-то зубами. Боюсь представить, какой запах будет, если немного поджечь кость на гриндере. Примерно намечаю маркером силуэт лайнера. Это я делаю для того, чтобы случайно не запутаться, где у меня та сторона, которую я не стачивал. Так меньше заморочек. Зажимаю вручные тиски и сверлю отверстие через лайнер, как по шаблону. Если вы работали с костью, то должны знать, что этот материал достаточно хрупкий. Все надо делать аккуратно, следить за сверлом на выходе. Теперь зенкуем отверстия в плашках. Отпиливаем по возможности все лишнее ножовкой. Чем больше отпилим, тем меньше махать напильником и меньше пыли. Делаем клепки. У нас должно получиться что-то вроде грибка на одном конце клепки. Я всегда делаю пины с запасом, ибо сточить лишнее гораздо проще. Когда головки клепок сделаны, я делаю на других концах конусообразный заход. Клепку, которая посередине крепит бэкспринг, вообще лучше сделать как гвоздик. Это поможет ее вставить. Нож собирается в таком порядке. Сначала мы берем пин, который крепит лезвие. Одеваем на него накладку. Также лайнер. Смотрим, чтобы он стоял правильно. Вставляем хвостовую клепку. Ставим лезвие, следующий лайнер и накладку. Дважды проверяем, все ли правильно мы сделали. А потом в щель вкладываем бэкспринг. Лезвие должно быть разложено. Все кладем, берем центральный пин и аккуратно забиваем его. Он должен идти в натяг. Осталось подточить пины, оставив на расклепку примерно по миллиметру. Не складывайте нож, пока вы не сточили практически весь материал с той стороны, куда входит лезвие, так как, сложив его, вы потом так просто его не разложите. Клепаем аккуратно, чтобы не расколоть материал.
С какой стороны начинать клепать не принципиально. И внимание, клепку, которая держит лезвие, не клепайте очень туго. Все время проверяйте, как ходит лезвие. И если туго заклепаете, потом очень сложно разработать нож, чтобы он легко доставался. Лучше потом, когда он будет почти готов, немного доклепать. После того, как мы склепали, дорабатываем. Я обычно обдираю на гриндере. Используйте лайнер как шаблон, старайтесь минимально его касаться. Довожу крупным напильником, оставляя гораздо меньше миллиметра. Обрабатывая, смотрю, чтобы не касаться лайнеров. Потом можно взять напильник поменьше. Переходим на шкурки. Постепенно переходим к более мелким шкуркам. Полируем. При полировке вылезает много дефектов. Где-то риски от крупного напильника или еще что. Повторяем танцы со шкуркой. Вот что получилось в итоге. У меня вылез такой дефект. Нож я сделал себе на карман, и если вдруг будут проблемы, я всегда смогу его переделать. Это было мое первое видео. Все шло не так гладко, как хотелось бы, но я буду снимать еще. Всем пока.